Заселились в отель. У нас забрали паспорта. Ни помыться не можем по-нормальному, ни в туалет сходить. Нам просто воду в ведре принесли, сказали, если что, смывайте прямо так из ведра. Что я хочу сказать про узбеков. Решили мы прогуляться немного не по туристическим местам. Всему этого мира. Но здесь прям совсем все дешево. Друзья, всем привет! С вами Андрей Мазульницын, и вы на канале нашей путешествующей семьи. Мы только что прилетели в одну из самых популярных среди туристов стран Центральной Азии, в Узбекистан. Посетим Бухару, Самарканд, заедем в Ташкент. Мы погнали, ну а вы не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. В Бухаре уже второй день нету воды, центрального водоснабжения во всех домах, у нас в отеле, в кафешках. Ни помыться не можем по-нормальному, ни в туалет сходить. Нам просто воду в ведре принесли, сказали, если что, смывайте прямо так из ведра. Еще ты сгорел. Ну, Настя, постой. Покажи, как у тебя сгорели плечи тоже. За один день буквально. И тут красненько, и вот тут. Решили мы прогуляться немного не по туристическим местам. Вот такие сразу же дворики начинаются между домов. Народа нет никого. Улочки пустые. Хотя от центра, ну не знаю, полкилометра отошли. Срочный ремонт обуви. Не похоже, что тут ремонтируют обувь. Как вообще, много туристов в Бухаре? Очень много. Известный город. Сейчас это символ Бухары. Узбекистана. Символ этого мира. Когда лучше приезжать в Бухару? Весной, летом, осенью? Летом. И в городе, кстати, почти нет больших отелей. Все вот такие небольшие хостелы, отели. Номеров на 5, на 7. Вот в таком вот дворике находится наш отель. Улочка, может быть, показаться не очень со стороны, но в принципе не обращайте внимания, все отлично зато. Ну сколько тут номеров? 6, наверное, 7. Дворик. Завтрак нам приготовили. А еще куда не заходим, в кафешке, просто на улице народ спрашивает, откуда мы приехали. Я имею в виду не из страны, а из какого города. Очень многие узбеки, так же как и таджики, кстати, уезжают на заработки в Россию. И почти в каждой семье, ну может не в каждой, почти в каждой есть родственник, который где-то сейчас находится в России. И им интересно, из какого ты города. Мы купили мороженое, обычное, вот такое в стаканчике, половину съел. Сколько стоит одно мороженое? Светлана, попробуй угадать. 20. В рублях. 3 рубля. 3 рубля одно мороженое стоит. Ничего не путают. 500 сум одно мороженое. Это 3 рубля на наши деньги. Или 4. Ковры продают на улицах. Тоже известные. Но в среднем по $100 говорит. Но это центральная часть, это город, явно цены завышены. Можно поторговаться. Но цены примерно вот такие. Вот идем по парку, по улицам гуляем. Где не ходим, я практически нигде не вижу мусора. Очень чистые улицы. И что самое удивительное, мусорок не так уж много. Редко попадается на улице, все равно чистые. Кто-то готовит прямо на улице. Мне кажется, 90% машин, что ездит по улице, что я вижу, это «Шевроле». Одни «Шевроле». Део Матис. Сели в ресторанчике. Манты заказали, плов. Кстати, все очень дешево. 20-25 тысяч сум. Светлана говорит, перемасленный. Ну, в принципе, как и все блюда в базе. Ну, вот суп ничего такой, шурпа. Пришли на рынок пройтись, посмотреть цены. А Саня конфету увидал. В общем, так-то все на рынке плюс-минус повторяется.
фрукты, овощи, масла, соки, какие-то принадлежности, бытовая химия. Помидоры стоят 3-5 тысяч, соответственно. Ну, черри 3000 поменьше. Хлеб сколько стоит? 1200. Ну, цены, в принципе, чуть пониже, чем у нас. Ничего такого какого-то особенного нету, поэтому ладно, пойдем дальше гулять. Орехов много разных продается. Арахис почем? Сколько стоит? Это не арахис? Спасибо. Курага. На, Настя, попробуй. Вкусно? Не поняла? Я тоже всегда так говорю, когда пробую. Я немножко поторопился, когда сказал, что рынок обычный, все одно и то же продается, ничего особо интересного. Сзади меня такие есть навесы, крытые рынки. Если обернуться, еще есть крытые. Вот там, если внутри походить, посмотреть, там уже такой выбор намного серьезнее начинается. Куча различных фруктов, овощей, выбор намного больше. Сладости всякие, орехи. Орехов просто огромное количество. Я даже половину из них названий не знаю. И как они называются. В общем, стоит того, чтобы зайти. Ну и цены, ну такие, да, поменьше, чем у нас. Мы приехали сейчас немножко не в сезон, начало мая. Если хотите попробовать по-настоящему таких прямо спелых, сочных фруктов, то, конечно, надо приезжать осенью. Вот тогда, когда все созреет, поспеет, будет самая тема. Что, клубника по 20 тысяч стоит. Черешня тоже 20 тысяч. Да, это 15, это 20. Да, 15-20. Да, большие, это маленькие. Вот это стоит 10 тысяч. Я опять забыл название. Как называется? Тутовник. Вот этот тутовник вкусный, да? Сладкий. Вон в городе нет воды. Народ так набирает себе. Вот из-за этого канала. Назовем его так. Носит домой. Какой ресторанчик. Немного необычно сделан. Сразу же живая музыка. Хотели сесть только что в этом кафе. Сказали, мест нет. Все надо заказывать заранее. А если, приезжая в Узбекистан, думаете, что самое главное посетить мечети, медресе, посмотреть какие-то исторические места? Нифига. Когда едете с детьми, самое главное найти детский парк. Колесо обозрения, покатушки всякие. Очень и очень неплохо мы отдохнули в Бухаре, покушали, погуляли. Ну, теперь выдвинулись в сторону Самарканда. Взяли на прокат вот такое вот авто. Сзади меня «Шевроле». Здесь, в принципе, одни только «Шевроле» ездят в этой стране, в Узбекистане. На четверо суток $300 нам обошлась. На ней же потом и в Ташкент поедем. Ну, в принципе, на арендованных авто нам нравится перемещаться куда больше, чем там на такси, на автобусах, на поездах. Едешь куда хочешь, останавливаешься когда хочешь, насколько хочешь. Ну, подороже, конечно, но намного удобнее и комфортнее для нас. Пугал нас водитель какими-то вообще разбитыми в хлам дорогами, мол, то, что в России убитые дороги отдыхает. Но ничего, сколько мы проехали, уже километров 200. Нормально. Я думал, будет все намного хуже. Ездить можно, в общем. Единственное, что народ, конечно, катается довольно-таки тихо, медленно. Я привык побыстрее. Средняя скорость там километров 70, едут 80. Приехали только что в Самарканд. Что можно сказать? Первые впечатления о городе. Я, честно говоря, немного удивлен. Я ожидал увидеть что-то типа Бухары, если сравнивать с этим. Такой более-менее старинный, старый город, все простенько должно быть. Нифига. Очень даже вполне себе современный город. Широкие проспекты, много машин, большие магазины. Ну, цивилизация, прямо цивилизация. Такой современный, развитый город. Мы еще не успели, конечно, толком погулять и посмотреть его. Буквально несколько часов назад приехали. Но по городу-то успели прокатиться. Мы на машине, поэтому примерно и окраины посмотрели, и ближе к центру. Все нормально, на уровне тут. Приехали в главную историческую достопримечательность Самарканда, Регистан. Здесь буквально такой относительно небольшой комплекс Панамда. Вот я сзади показываю, как и ожидалось, полным-полно. Уже туристов, продавцов, магнитики, всякие сувениры и прочий хлам продают. Честно говоря, вот на нас Бухара произвела намного больше такое впечатление, вот именно стариной, улочками. А тут вышел за пределы этого комплекса и все, современный город.
Я надеюсь, конечно, таким сравнением никого из узбеков не обижу, но вот более такие старые, древние, такие первозданные города нам нравятся больше, чем современные во время путешествий. Но с другой стороны, все-таки чувствуется, что Самарканд намного более популярный город у туристов, чем Бухара. Но нам так показалось, если сравнивать по количеству туристов, которые попадаются. Что тебе больше всего здесь нравится в путешествии в нашем? Ну, игровые там. Ну, в том, когда мы ездили... Детский парк. Да, детский парк. Понятно. Удивительно. Мне нравилось, когда мы крутились. Понятно. Машинки хотел еще показать. Ну, что-нибудь такое узбекское-то нравится? Вот ослики на дороге встречали. Нравится? Да. Здания вот эти, архитектура нравится? Нет, понятно. Обычные дома, да? Как у нас дома стоят. В спальном районе. В Браге, Новорославле. И всем приезжающим в Узбекистан надо иметь в виду то, что здесь требуется регистрация по приезду. То есть страна безвизовая, вы вышли, но вам потом надо обязательно зарегистрироваться по месту проживания. Но как это было в нашем случае? Заселились в отель, у нас забрали паспорта, через несколько часов отдали, все, регистрация готова. Но если вы это не сделаете, тут какой-то очень большой крупный штраф. Ну прямо такой действительно большой, если нарушить правила регистрации. Так что не забывайте просить в отелях сделать регистрацию. Еще можно совершенно не беспокоиться по поводу русского языка, приедете и объяснений. Все узбеки, ну, которых мы встречаем, с кем не общались, все прекрасно говорят на русском языке, вообще совершенно никаких проблем нет. Это дебильный стереотип создается в нашей стране из-за сериала там «Наша Раша» про выходцев со Средней Азии, что они там не могут двух слов связать про начальника и прочее. Я то же самое говорил, когда ездил в Таджикистан. Все прекрасно говорят на русском языке. Ну а мы продолжаем заниматься нашим любимым делом. У нас тихий час у Саньки, поэтому мы катаемся на машине и укладываем его спать. Он у нас только так засыпает лучше всего. Короче, катаемся по окружной Самарканда. Окрестности смотрим. Пока катались, решили заехать в кафешку придорожную. Вот сейчас сидим. Что мы заказали? Без меню, короче, принесли все, поэтому мы даже не знаем, сколько это будет стоить. Тут всякие салатики были. Суп лагман, джис еще заказали. Такое мясное блюдо принесут. На все про все. А, ну вот как раз уже несет. Должно выйти, но мы предполагаем, наверное, 1200-250 сом попозже узнаем. Вот так вот выглядит джис. Джис, да? Да, джис. Заказали суп, и мне положили оттуда все макароны, выложили. Мне понравилось. В общем, принесли нам счет, и я ошибся в своих предположениях в 2 раза. На самом деле здесь еще дешевле. 120 тысяч сум оказалось. Но здесь прям совсем все дешево. Покушали в кафе, посидели, а нам официант вот такой вот подарок подарил. Для плова. Здесь надпись «Приятного аппетита». Это к вопросу об узбекском гостеприимстве. Мы просто покушали в кафе. Мы даже толком не пообщались. Классный подарок. Будешь плов мне готовить? Я не умею. Будешь учиться? Салат буду тебе готовить, как я готовила маме. Хорошо. С тебя салат в тарелке из-под плова. Как вы уже поняли, самой главной достопримечательностью Бухары был детский парк. Ну и в Самарканд тоже не исключение. Здесь это тоже самая главная достопримечательность для наших детей. Я не буду, в общем, показывать видео. Парк как парк, они все одинаковые внутри. Но по эмоциям детей можно с 100% уверенностью сказать. Парк – это самое лучшее развлечение в любом городе мира. Не успели мы обрадовать детей, как выяснилось, что в парке нет электричества. И почти ни один аттракцион не работает. Поэтому тупо на батутах попрыгали, покатались. Ну и на уточках на каких-то в пруду прокатились. Но вообще в Узбекистане днем довольно-таки так жарко. Сейчас начало мая. Нам вначале казалось, что не очень жарко. Сами обгорели в первые дни. Ну и гулять не очень комфортно. Сколько? За 30-ник нам кажется, по ощущениям, температура. Поэтому лучше утром или вечером гулять. Но мы все равно гуляем. С утра до вечера. Да. Но мы катаемся на машине днем.
чтобы не вылезать на эту жару. Так, выйдем куда-нибудь на полчасика, на час. Много не находить. А вечером в кофточке. Я и дети. Да. А я везде в футболке. Приехали мы только что в мавзолей Тамерлана. Вот впереди здание. Ну, в принципе, да, очень красиво. Хочется сходить. Но, блин, здесь столько туристов. А время еще раннее утро. А их уже вон не протолкнуться. Посмотрите. В общем, не любители мы таких столпотворений. Любим мы, конечно, историю, но не настолько, чтобы толпиться. Посмотрим, короче, со стороны. Посмотрели, галочку отметили, что мы посетили, и все. Нам все-таки больше нравится гулять просто по улицам, кафешке, общаться с людьми. Ну, не знаю, покататься по стране на машине, чем вот ходить в эти музеи. Какая разница, мы все равно ничего не понимаем. Экскурсоводов никогда, гидов не берем, поэтому... Нам красиво со стороны посмотреть, интереснее, чем изнутри. Да и детям куда интереснее, да, покушать вот такие вот штуки, чем таскаться по музеям. Что я хочу сказать про узбеков. Вот за то время, что мы провели в Узбекистане, у нас сложилось впечатление о них, как о людях крайне гостеприимных, услужливых, вежливых, они готовы помочь, отличная кухня, накормить. В общем, если у вас будут какие-то сложности, и уверен, что узбеки, как и большинство там, наверное, среднеазиатских наций, вам помогут. Ну а мы выехали из Самарканда в сторону Ташкента. Проехали, наверное, километров 150, еще столько же осталось. Посмотрите, кто тут на трассе есть. Вот сзади меня столб, но тут уже не видно, вот еще. Вон там, наверху сидят аисты. И тут такие попадаются периодически, прикольно. А помимо аистов еще вот тут уже попадаются какие-то ястребиные или соколиные, мы не особо в них разбираемся. В общем, что-то очень похожее на ястребов. На трассе продают клубнику. Мы остановились, купили 2 килограмма вот такой клубники. Цена за 2 килограмма 15 тысяч сум. Цены вообще смешные. Это вместе еще с корзинкой. У нас бы стоило, наверное, раз в 5 дороже, в 6. Приехали мы только что в Ташкент. Успели немного прокатиться по городу, ну так, буквально до отеля. Но уже и так ясно, что это, блин, просто нафиг какой-то мегаполис. Если проводить там аналогию, допустим, с Россией, с городами, то Бухара была это что-то типа там, что-то старинное, как Суздаль в России, куда возят туристов. Все старое. То Самарканд был уже такой более современный, что-то типа Ярославля, вот откуда мы сами родом, где живем. А Ташкент это прямо, блин, Москва, мегаполис. 2,5 миллиона человек, все здания огроменные, отели. Проходим мимо сзади. Это наш отель. Сразу же, да, понимаете, какого он размера. Огромный, хороший 5-звездочный отель. И Бухара, в которой жили в гестхаусе в маленьком. Но там все такие гестхаусы. Там было так хорошо, как будто по-домашнему. Да, в Бухаре нам понравилось намного больше. Вот именно как раз за счет того, что все маленькое было, уютное, древнее. Как бы, наверное, Ташкент это город для проживания, а для туристов Бухара. Но это личное наше мнение. Нам как туристам в Бухаре время провести понравилось больше. А теперь минутка рекламы, друзья. Точно. У нас же нет никакой рекламы. Поэтому ставьте лайк за то, что мы избавили вас от всякого шлака вроде рекламы сервиса покупки дешевых авиабилетов, букмекерских контор и прочей хрени. И мы приехали, как раз сегодня проходит какой-то фестиваль цветов. Народу просто тьма, море в центре. Что мы собираемся делать в Ташкенте? Честно говоря, у нас даже нет никакого плана. Будем просто тупо бесцельно гулять по улицам. Смотреть на людей, кафешки какие-нибудь.
Особых каких-то исторических достопримечательностей тут вроде как немного, но с другой стороны мы на них уже насмотрелись в Бухаре, в Самарканде. Здесь просто, не знаю, просто гулять, ничего не делать, смотреть на людей. Отсутствие плана — это тоже план. Че, Светлана, какой из городов 3 тебе понравился больше всего? Самый первый Бухара. Да. В таком-то мы у себя погуляем по Москве. Но Ташкент, честно говоря, немного удивил. Я ожидал увидеть город менее богатый, что ли. А он оказался прямо таким современным. Что за цены? Ехали только что на такси, наверное, минут 20-25. На наши деньги взяли всего лишь около 60 рублей. Очень дешево все. Но мы только что приехали на крупнейший рынок в Средней Азии. Не только в Узбекистане или в Ташкенте. Чорсу называется. Вон сзади меня, видите, какая площадь. Просто огромная. Здесь есть все. Но вот эта площадь вся, это только маленькая часть всего рынка. На самом деле он намного больше. И на улице там много всяких палаток стоит. Я уж не буду рассказывать про все, что тут есть. Тут реально просто дофига. Везде можно торговаться. Просто скажу так, есть все, наверное, или почти все. Что это такое? Это колбаса домашняя, из конины. Козы называется. Откуда ты сам? Из Ярославля. Это еще одна особенность Узбекистана. Каждый второй будет спрашивать, откуда ты приехал. Рынок в Бухаре после сравнения с ташкентским, вот с этим, кажется просто крошечным. Хотя он нам тогда даже таким не показался. Сразу же на рынке можно и покушать. Плов. Толпу можно накормить. Шашлыки делают сразу же. Ну что, друзья, наша поездка в Узбекистан подошла к концу. Как обычно, все понравилось. Страна отличная. Светлана поставила 5 из 5 баллов. А это говорит о том, что страна действительно классная. Ну, в принципе, бюджетная. История есть. Есть что посмотреть. Обязательно надо прокатиться по всей стране, чтобы посмотреть. Да, там Бухара, Самарканд, Ташкент. Не останавливайтесь в одном городе. В общем, если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Ну и всем пока-пока.